Привет, друзья! Я Саша. Добро пожаловать на мою кухню Cooking Time, на мой канал, где мы часто готовим что-то очень вкусное и, как правило, простое. Вот и сегодня я решил поделиться с вами очень простым десертом. Заварные пирожные со сливочным кремом, которые называются Le Dune Blanche, которые мы ели в Аркашоне во время своего французского велопутешествия. У всех должна быть возможность порадовать себя этим вкуснейшим десертом. Тем более, что все делается очень просто. Тыц-пыц и готово. Как всегда. Следите за руками. Поехали. Первым делом, прям вот сразу, чтобы не забыть, разогреваем духовку до 365 в Фаренгейтах, 185 в Цельсиях. Начинаем с кастрюли, желательно с толстым дном. Туда сразу добавляем воду, немного молока, сливочное масло, немного сахара и чуть-чуть соли. Также лучше сразу все яйца разбить в какую-нибудь одну чашу, миску, для того, чтобы потом удобно было добавлять их в тесто, не тратя время на разбивание. Кастрюлю со всем содержимым ставим на средний огонь. И не торопясь, помешивая все лопаткой, даем маслу растаять. Периодически все это перемешивая, доводим до кипения, прям вот до первых пузырей. Но кипеть ни в коем случае не даем. Убавляем огонь, добавляем сразу все количество муки, интенсивно работая лопаткой, все это перемешиваем, превращая в однородное тесто. Тесто достаточно быстро соберется вместе, превратится в такой комок, большую клетку. И теперь вот этот вот ком-клетку нужно немного просушить, где-то в течение 1-2 минут, вот так вот постоянно мешая лопаткой, перекатывая его туда-сюда. Тесто уже не будет липнуть ни к дну, ни к бортикам, а вместо этого на поверхности будет появляться такая бархатная пленка. Можно снимать кастрюлю с огня и переходить к чаше для смешивания. Прежде чем продолжать с рецептом, как всегда, маленькое лирическое отступление. Друзья, пожалуйста, не забывайте про лайки. Можете поставить свой лайк сейчас авансом, а потом, если что-то не понравится, его забрать. Ну или, пожалуйста, не забудьте об этом в конце. И пишите комментарии. Чем больше комментариев, тем больше активности, тем чаще будут выходить видео с рецептами на канале. Я вас за все это бесконечно благодарю. Продолжаем. Вот этот вот комок теста в чашу. После кастрюли тесту нужно дать немного подостыть, прям совсем слегка. Оптимальная температура для добавления яиц 140-145 в Фаренгейтах, 60-65 в Цельсиях. Поэтому хорошо бы под рукой иметь термометр, чтобы все было чики-пики точно. На это уйдет где-то 1-2 минуты. И вот так вот интенсивно мешая все лопаткой или миксером, добавляем яйца. Яйца добавляем по одному. Как только полностью вмешивается одно, тесто снова становится однородным, добавляем следующее. И также, интенсивно работая лопаткой, все тщательно смешиваем. Можно, конечно, как я сказал, сделать все это с помощью миксера, переложить тесто в чашу, в дежу миксера, и там это все перемешивать. Ну, знаете, небольшой фитнес, как всегда, не помешает. При добавлении яйца тесто разбивается на такие клетки, а потом снова собирается вместе. И вот когда все снова собирается вместе, добавляем очередное яйцо. В результате, после добавления всех яиц и тщательного вмешивания всех этих яиц, получается такое гладкое тесто, которое, если вы так вот поднимаете лопатку, медленно-медленно сползает с нее, ленивой такой толстой лентой сползает с лопатки. Ни в коем случае не отваливается комками и не бежит. Тесто слишком жидким тоже быть не должно. Тесто готово. Можно перекладывать его в кондитерский мешок. Насадка у меня обычная, 12 размера, без зубчиков, не звездочка. Можете брать даже чуть пошире, как вам больше нравится. Насадка в мешке, а мешок для удобства я помещаю в стакан вот таким вот образом и заполняю тестом. Не знаю, как вы, а я просто обожаю запах заварного теста и запах и вкус. Мне кажется, что это прям вот одно из самых вкусных тест, которые можно было придумать. И теперь нужно отсадить все на противень, застеленный бумагой для выпечки. Бумагу на противне, чтобы она никуда не съезжала, фиксируем с помощью теста в нескольких местах. Отсаживаем тесто в виде таких маленьких плюшечек, шайбочек. Стараясь сохранять между этими плюшечками, шайбочками расстояние, так как они будут расти в духовке, и им нужен воздух для того, чтобы они обдувались жаром со всех сторон, равномерно подрумяниваясь. Сверху я посыпаю все это вот такими
сахарными жемчужинами, гнетающий сахар, такие крупные сахарные гранулы. Какие-то жемчужины, видите, просыпались мимо, и это не страшно. Просто берем вот так вот и потряхиваем противень туда-сюда, давая жемчужинам пристать к краям шайбочек. Ставим в духовку уже разогретую, средний уровень, режим обычный, без конвекции. И так пирожные будут выпекаться минут 15-20. Они должны хорошо подняться и должны начать подрумяниваться. Ни в коем случае до этого момента духовку не открывайте. И когда все плюшки-шайбочки превратятся в такие пышные, аппетитные колобки, начнут подрумяниваться, вот тогда не просто можно, но тогда нужно быстро открыть духовку, чтобы выпустить оттуда лишнюю влагу, лишний пар, чтобы шу уже продолжали там подсушиваться, подрумяниваться. И чтобы они продолжали подсушиваться, подрумяниваться со всех сторон, нужно еще и быстро повернуть противень по горизонтали. Хоп, хоп, хоп. Сделать это нужно достаточно быстро, без промедления, чтобы шу не опали и снова не превратились в такие шайбочки-лепешки. И дальше еще минут 15 шу будут продолжать подрумяниваться, подсушиваться. Это очень важно, чтобы они там не только подрумянились, но и хорошо просохли, иначе опять же после духовки сразу опадут. В общем, следим, что там ничего не сгорело, при этом подрумянилось и осталось красивым, пышным и аппетитным. Следите. Если у вас, как у меня, осталось еще тесто, не стоит сразу отсаживать его на противень и пихать оба противня в духовку. Пусть там будет один, ему нужен воздух для того, чтобы равномерно обдуваться со всех сторон. При этом тесто оставляем в мешке, не отсаживаем его сразу, чтобы плюшки-шайбочки долго тоже не сохли. А вот когда те уже будут почти готовы, уже прям вот-вот подрумянятся и готовы будут выходить из духовки, вот тогда отсаживаем новую партию, тоже посыпаем сахарными жемчужинами и просто меняем противни местами. Такие красавчики, такие аппетитные, пышные, румяные, пахнут просто невероятно. И они такие все идеальные, донышки звонко стучат, это значит, что там внутри полость, которая заполнится кремом. И чтобы шу дальше не размокли, не опали, нужно их с противня перенести на решетку. На решетке шу должны полностью остыть, просохнуть, прежде чем можно будет их наполнять кремом. Но, кстати, уже даже без крема это очень вкусно, это вполне себе готовый продукт. Такие шукеты, которые прекрасно идут с чаем, кофе. В общем, если уже на этом вам захочется остановиться, тоже можно, тоже вкусно. Но я пойду дальше. Когда все пирожные хорошо остынут, подсохнут там внутри, берем какую-нибудь шпажку или палочку, проделываем сбоку, где-нибудь сбоку, так удобнее всего заполнять кремом, небольшую дырочку. Проделываем сбоку дырочку, и можно немного вот так палочкой там внутри пошерудить, освободив для крема еще больше места внутри. Воткнули, пошерудили, готово. С кремом все очень просто. Здесь идеально подойдет вкусный, сливочный, ванильный крем шантильи. Берем чашу для смешивания, добавляем туда холодные, очень холодные жирные сливки, немного сахарной пудры и обязательно ванильный экстракт или ванильную пасту. Если нет экстракта или пасты, ну просто добавьте туда вместо части сахарной пудры ванильный сахар. И дальше необходимо с помощью венчика или миксера все это взбить в крем. И тут главное все не перевзбить и не превратить все в сладкое ванильное масло. Как только получается густой стойкий крем, готово. Перекладываем в мешок с насадкой. В этот раз берем насадку какую-нибудь самую узкую, помещая насадку в эти самые проделанные палочкой дырочки и туда вот прям вот так вот щедро крем. Вы почувствуете, что они наполняются, они будут становиться такими еще более пышными, тяжеленькими. Чтобы пирожные стали еще больше похожи на те самые белые дюны из аркашона, слегка уже наполненные кремом шу припорошить сахарной пудрой. Ну, кстати, тоже по желанию можете часть оставить неприпудренными, кому как больше нравится. Можно наслаждаться, радовать себя и близких. И пахнут вкусно, и выглядят красиво. Хрустящие снаружи, нежнейшие. Внутри вот этот вот сливочный воздушный крем. Это что-то такое, от чего хочется танцевать и петь от счастья и вкуса. И они буквально тают.
растворяются, и рука непроизвольно тянется за следующей. Остановиться просто невозможно. Пожалуйста. Спасибо. Пахнет вкусно. Пахнет прям как, не знаю, мне кажется, ванильное облако. Они такие воздушные. Прям я на этом, как облако, и на этом облаке прям уносят. Прям действительно. Это невозможно. Они прям исчезают. Прям, посмотрите, я не успела откусить, а уже нету ничего. Еще есть. Еще давай. Всем срочно надо. Список всех ингредиентов, как всегда, вы сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео, напомню, очень жду ваши лайки и комментарии пишите, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте, делитесь рецептом со своими близкими, друзьями, приводите их сюда, подписывайтесь сами на канал, подписывайте своих близких. Чем нас здесь будет больше, тем видео, в том числе с рецептами, будут выходить чаще. Всем желаю вкуснейших шу, вообще всего самого доброго и вкусного. До новой скорой встречи. Пока. Это следите за руками. Как там? Пока-пока. Мозг требует еще шу. В общем, пока-пока.